день! Вас приветствует канал Дело мастера Бориса. Сегодня мы на нашей кухне будем показывать, как правильно приготовить вкусные блины. У нас наступил сейчас праздник Масленицы, неделя Масленицы. В эти дни очень полезно готовить блины с грибами, с мясом. Мы сегодня будем готовить блины сладкие с вареньем, варенье с клубники домашнее приготовление и варенье абрикосовое тоже домашнее приготовление. Для того, чтобы приготовить очень вкусные домашние блины, тоненькие, в дырочку, так как у меня любят малыши, чтобы они были волшебные, как они говорят, нам необходимо следующие ингредиенты. Минеральная вода мы берем любая, можем миргородскую, мы берем в данный момент березовская, это харьковский завод березовской воды, очень вкусная она полезная, кстати, для почек и для печени, мы ее используем немножко. Сода, соль, сахар, олия, яйца, а также молоко. Молоко может домашнее, у нас в данный момент магазинное. И сливочное масло для того, чтобы смазывать наши блины. Если вдруг на сковородке будет первый блин прилипать, тоже желательно сковородку перед первым блином смазать. А также мука. Мука тоже просеянная, пересеянная через сито, чтобы была вся воздушная. Мы берем для начала наши яйца, взбиваем в первую очередь их. 2 яйца я беру, можно использовать 3, но я считаю достаточно 2 яиц. 2 яйца, 2 чайных ложки сахара, можно использовать больше на усмотрение, но я положу 4, потому что у меня малыши любят более слаще блины. Чайную ложечку соли, без вершков, вот так вот. Соды на кончике, это для того, чтобы блины были рыхлые, были более воздушные, они будут в дырочку, наши блины. Затем берем минеральную воду, воду можно минеральную использовать. Я беру 200 грамм воды минеральной, слышите, как она шипит, у нас газами, газированная, 200 грамм воды минеральной и 3 стакана, то есть 600 грамм наливаю молока. Стакан у меня мерный, рассчитан стакан на 200 миллиграмм. И в последний момент наливаем олии. Олии нужно лить 2-3 столовые ложки. Для того, чтобы тесто было более жирным. Вот так вот. И не будет приставать наши блины к сковороде. Или противню, в котором готовятся блины. Вот таким вот макаром. Все это мы хорошо перемешиваем, чтобы яйца наши сбились. Вот так вот перемешаем. Сбалтываем. Встает, видите, каким цветом наше тесто. Оно стоит слегка желтизной. Яйца должны хорошо сбиться, чтобы не тянули, чтобы в блинах не было белых разводов. Тесто стоит как пузырчиками. Обратите внимание, вот сейчас оно становится, оно стоит как дырочку. Соответственно, наши блины тоже будут пузырчатыми. Дырочку. Воздушные, легкие. Затем берем муку. Я также беру мерный стакан. Муки написано 200-280-270 грамм, в зависимости от того, сколько положите молока. То есть смотреть нужно на глаз, так как мука бывает разной плотности. Бывает более плотная, бывает менее плотная. Поэтому нужно смотреть по консистенции, когда мешаешь блины, какие получатся. Какая будет масса. Я здесь сейчас засыпала 200 грамм. Смотрю, тесто немножко жидковато. Нужно еще добавить. Добавляю еще.
80 грамм. И хорошенечко размешивать. Можно это делать блендером, можно взбивать миксером. Но мне удобно толченкой для картофельного пюре, так как каждый комочек разобьется лучше, тщательно, не летит брызги. Потому что тесто жидкое, может лететь по всей кухне, забрызгаете кухню. Здесь аккуратно перемешивается, тщательно, по стеночкам вот так вот также. Во время Масленицы принято обычай у нас на Украине, чтобы теща приглашала зятя на блины. Но мы не будем ждать, пока теща пригласит нашего зятя на блины. Поэтому мы решили приготовить блины сами. А в четверг поедем уже к родителям на блины. По старой доброй традиции. Со своими блинами будем делиться блинами, делиться опытом. У кого какие блины. У кого будут с творогом сладким, у кого будет с грибами, с мясом. Свекровь у меня очень вкусно готовит блины с мясом. Мама у меня с творогом сладкие более предпочитает, с начинкой творожной. Дитера мне любят более сладкие. Можно с шоколадом использовать, с разными нутеллами. Но мы приспособились варенье, так как очень полезно, натурально, без всяких добавок. Сахар и фрукты, выращенные у нас на огороде. Вот я смотрю, думаю, что еще нужно немножко добавить, потому что тесто редковатое. Получается, добавляю еще 50 грамм. Итого у нас уже 330 грамм. Было сначала 200, потом 80, сейчас еще 50. Думаю, что этого уже достаточно будет с головой. Блинчики наши хорошо ложились на нашу сковороду, не приставали. После того, как готово наше тесто, получилось такое жидкое, однородной массы, мы поставили нашу сковороду на печь для того, чтобы хорошо ее разогреть, без масла. Затем, когда хорошо нагреется сковородка, мы берем маленький кусочек маслица сливочного, смазываем сковороду. Вот так вот. Смазываем ее по всей сковороде. И наливаем не сильно много теста, чтобы блины не были толстыми. Наливаем вот так наше тесто. Огонь при этом уменьшаем, делаем градусов где-то 120, чтобы блины наши не горели, а медленно жарились. Пока первый блин готовится, огонь можно немножко сделать, добавить больше. При этом, когда жарится блин, тесто помешиваем, чтобы мука не оседала. И перед тем, как наливать на сковороду, тесто нужно периодически помешивать, чтобы жидкое не осталось сверху, густое не осело на дно, чтобы была однородная масса. Вот так переворачиваем мы наши блины. Доводим не сильно, чтобы они были горелые. Такие золотистого цвета. Видите, какие красивые получаются. Вот у нас уже здесь первый блин готовый. Это уже второй. Обычно говорят, первый блин комом. Когда сковородка только вымыта, как правило, первый блин всегда пристает. Его очень тяжело снять со сковороды. Но так как мы смазали маслом, у нас это получилось без всяких проблем. Вот такие получаются блинчики. Вторую сторону мы зажариваем не очень долго, так как она прожаривается быстрее, чем первая, потому что первая сторона основная, вторая уже вспомогательная, так как блинчики наши тонкие, они жарятся очень быстро. Блин приблизительно жарится полминуты. Если сделать огонь посильнее, то будет жариться быстрее, но при этом будет немножко подгорать,
Будет очень много дыма на кухне, а нам это не нужно. Чтобы не загрязнять кухню. Вот такие получаются блины. Пока мама жарит блины, дети снимают пробы. Да, наши дети уже дегустируют блинчики. Да, да. На каком канале? Взрослые дети. А что вы кушаете? Вот такие блины, я их клубникой сделала. Кто их делал? Мама. А Тёма с чем ест блинчики? С клубникой. Давай клубника. Сейчас мы попробуем. Таких блинчиков в школе не дают, да? Я только в школе дают. Там нету блинчиков. Там крылья. Только мама может такие блинчики сделать, да? Но это попугайчики знают об этом, да? Вам Если вкусно? облизываются, попугайчики сидят. Я вон Вкусно вам? да. Еще такая клубника. Ну, Что это клубнику такое? делал. Мама. А Так кто вот. помогал маме собирать клубнику? Клубнику. Тёмочка Валя. и Валюша. А Владуся с папой только едят. Она так да? выглядит аппетитно. Смачно. Я люблю клубника такое. Вот так. Надо сверху помазать, да? Да. Не зря сегодня мы на кухне у мамы. Мама показывает технику приготовления, а Валя показывает технику кушания, да? Да. Сначала нужно помазать сверху, да? Кто любит блины? Мы будем очень рады. Тёма и Валя. Тёмочка, тебе еще дать? Да. После того, как у нас были приготовлены наши блины, получились блины просто сладкие с маслом, с ванильным сахаром присыпанные. Это блины с творогом и блины с мясом. Вот получились 3 вида у нас блинов. Посмотрите, какие они красивые. К этим блинам мы подаем варенье клубничное, как я уже говорила, абрикосовое. Домашнее приготовление очень вкусное. Мы приготовим чай натуральный с наших трав, лимон к чаю и готовимся к нашему празднику, празднования Дня Масленицы. И вот наша большая семья собралась за обеденным столом, за ужинным столом. Чай пьем. Мы пьем чай, Не слабое молоко. Едим блины. Тёма пьет чай, и мама чай, да? Да, с лимоном. Кушаем блины всех сортов, которые мамочка приготовила в честь такого большого праздника. Какой праздник? Масленица. Мать, Масленица. И я думаю, что кто кушает блины, будет здоров, силен, щекаст Как бомбер. и счастлив. Тёма вот так вот пытался. Тёма уже сделал дырочку, хочет подсматривать в нее, наверное, да? То, что делает. А я чай люблю сладкий. У меня сладкий чай. Да, такой. Вот такой мы пикник устроили. У нас пикник, совмещенный с Подписывайтесь на наш ужином. канал. Взрослые. Дети, и дело мастера. Лайк. Ставьте лайк. Пока. Пока. Пока-пока. Пишите свои комментарии.